Добрый день, Павел Зарубин, телеканал «Россия». Вот у вас, ваших коллег, только что завершился саммит Евразийского союза, а у бывших партнеров недавно завершился саммит НАТО. И там принято решение об увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП. И вообще из Европы шквал голосов с призывами к милитаризации и настолько агрессивная позиция Европы. Это вообще вот в современной истории что-то новое. Как вы оцениваете то, что происходит? Спасибо. Во-первых, так называемое западное сообщество, коллективный Запад, если вообще можно назвать это коллективным на сегодняшний день, но тем не менее, все переставляет с ног на голову. Почему? Потому что и увеличение расходов на военные цели, и милитаристский угар, о котором мы сейчас сказали, все основано на одном тезисе – на агрессивности России. А это ровно все наоборот. Ведь сейчас отсечкой всех этих рассуждений является 2022 год, начало специальной военной операции. А вот как мы подошли, как все мы подошли к этой специальной военной операции, об этом никто ни слова не говорит. А началось все с чего? С того, что нас надули, обманули грубо, как у нас в народе говорят, кинули просто по поводу нерасширения НАТО на восток. Ведь хорошо всему миру известно, что России было обещано, ни одного дюйма на восток НАТО продвигаться не будет. И потом одна волна расширения за другой. Ведь мы все время о чем говорили? Что безопасность одной страны или группы стран не может быть обеспечена за счет безопасности другой. И так прописано в международных документах, которые всеми были согласованы. Что происходило на практике? Одно расширение за другим, и нам все время говорили, ну, вы не должны этого бояться, вам это не угрожает. А когда мы отвечали, что мы-то считаем, что нам это угрожает, что нам отвечали? Да вообще ничего. Просто посылали нас подальше с нашим мнением. И с ним абсолютно никто не считался и считаться не желал. Но мы-то лучше знаем, что нам угрожает, а чего нет. Это наше право определять степень своей безопасности и уровень угроз, которые могут с одной или с другой стороны к нам приближаться. Но нас никто не слушал. И все мы двигались в этом направлении. Разве это не агрессивное поведение? Это и есть агрессивное поведение, на которое Запад не хочет обращать внимание. То же самое было в нашей стране, когда коллективный Запад поддерживал и сепаратизм в нашей стране, и такой инструмент борьбы с Россией, как терроризм. Никто не хотел обращать внимание на какой-то ИГИЛ, если он в России функционирует. И взрывы в Москве эти, и все что угодно, да, до последнего времени происходит. Да? И никто не хочет обращать на это внимание. Все хорошо, если это против России. Ну что, мы это не видели, что ли? И там все прекрасно видят и понимают. Но говорят о другом. Говорят о нашей агрессивности. На себя посмотрите. Значит, у нас есть хорошая поговорка, да? Значит, соринку замечают в чужом глазу, а в своем бревна видеть не хотят. И что происходит? Вот на фоне этой риторики об якобы мнимой агрессивности России начинают говорить о необходимости вооружаться. Ну, пускай вооружаются. Но давайте посмотрим на структуру этих расходов, на структуру этих вооружений. Первую часть я сказал. Мы считаем абсолютно необоснованной ссылка на агрессивность России. Не мы агрессивны, а Запад этот так называемый коллективный агрессивный. То же самое на Украине, кстати, происходило. А что же? Как же назвать то, что произошло в результате госпереворота, поддержанного коллективным Западом? Сначала приехали, подписали гарантии между президентом, президентской властью и оппозицией, потом через несколько дней провели госпереворот, поддержали его, деньги за это заплатили, публично сознались в этом, так? А потом начали говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно. Это что такое? Они сами идиоты или нас, дурачков, принимают. Потом известно нам всем, что происходило на Донбассе. 8 лет кровавой войны там, против гражданского, по сути, населения. И мы 8 лет пытались договориться, чтобы мирным путем решить этот вопрос. Нас обманули, публично признались опять об этом.
Ну и бывший канцлер, и ФРГ, и бывший президент Франции публично рассказали, что не собирались не выполнять Минских соглашений, а все это подписали только для того, чтобы накачать оружием на украинский режим. И вели эту войну необъявленную 8 лет. А мы с целью положить конец этой войне вынуждены были в конечном итоге применить вооруженные силы, признав независимость обеих республик в строгом соответствии с уставом ООН. На это никто не обращает внимания. Все только вот с этого момента, почему что произошло, как это случилось, в чем их вина, как будто вообще они младенцы, которые только вчера на свет появились. Так не пойдет. Вот эта игра в одни ворота закончилась. Хотят увеличить свои расходы военные, ну пусть увеличивают. Но это тоже говорит об их агрессивности. Сейчас поясню почему. Да, у нас не маленькие расходы сегодня. Это 6,3% ВВП. Много это или мало? Я считаю, что много. И это, конечно, одна из проблем, в том числе для бюджета, который мы должны решать. И мы решаем ее достойно. Кстати говоря, я сейчас не хочу проводить политических аналогий, потому что причины конфликта совершенно разные, но только с точки финансово-экономической, вот, скажем, во время войны в Корее, которую США вели, они тратили 14% бюджета на это, а во время войны во Вьетнаме 10%. Решали, правда, эти проблемы в основном за счет увеличения налогообложения на лиц с большими доходами. Причем в первом случае не обращали внимания на макроэкономику, во втором уже относились к этому более здраво, но мы боремся вот за здоровую макроэкономику. Теперь по поводу самих расходов. 6,3%. Много это или мало? 6,3% ВВП России на нужды обороны – это 13,5 триллионов рублей. А весь наш ВВП – 223 триллиона рублей. Вот 13,5 от 223 много или мало? Немало. Немало. Мы заплатили за это инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией. Да, целенаправленно идем к тому, чтобы мягкую посадку экономика в чем-то осуществила. Но тем не менее мы все-таки очень по-здравому к этому относимся. Кстати говоря, вот я говорил уже об этом, уровень заработной платы это увеличивается во всех странах Евразес и в России. В прошлом году он увеличился на 9,7%, а за первые 4 месяца или 5 месяцев текущего года прибавил 4% в реальном выражении. Это, кстати говоря, удовлетворительный, как минимум, показатель. Вот что в странах Запада происходит. Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там. А нас хоронят постоянно, не переставая. Значит, вот у нас 4,3% роста экономики в прошлом году, а в позапрошлом 4,1%. В этом будет скромнее намного, с целью борьбы с инфляцией, но мы целенаправленно это делаем. А в еврозоне рост 0,9%. А в ведущих экономиках, индустриальных центрах развития в Европе, там вообще и в ФРГ, и во Франции, там все балансирует на грани рецессии. Что касается вооруженных сил, все время говорят о том, что у нас какие-то проблемы, мы скоро там добьются стратегического поражения в России. Ведь до сих пор не прекращается эта риторика. И в то же время вещают о том, что мы собираемся нападать на страны НАТО. Логика-то где? Если у нас все разваливается, что же мы собираемся нападать на НАТО? Ну, чушь несут, и сами в это точно не верят, а свое население стараются в этом убедить для того, чтобы выдавить из людей побольше денег, и чтобы они согласились нести тяжелое бремя этих расходов в социальной сфере. Мы, кстати говоря, эти триллионы в значительной степени тратим на что? На поддержание нашего оборонно-промышленного комплекса, на нас самих, на любимых и родных. А они-то свои 5% будут тратить на что? На закупку в США и на поддержку их оборонно-промышленного комплекса. Это не наш вопрос, это их. Хотят так, пусть делают. Но теперь вот самое главное.
Мы-то планируем сокращение расходов на оборону. У нас вот и в следующем году, и через год, на ближайшую трехлетку мы планируем, пока нет договоренности окончательно между Минобороны, Минфином, Минэкономразвития, но в целом все думают именно в этом направлении. А Европа думает о том, как поднять свои расходы на оборону. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они? Мы, да, хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно. Но на это все и рассчитывается у нас. Именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО. И мы планируем уменьшать расходы, а они планируют увеличивать. Так кто ведет себя агрессивно? Вот в этом же основа политики в сфере обороны и безопасности. Поэтому все эти их рассуждения по поводу того, что они собираются поднимать, пусть поднимают. Но это в сфере безопасности ситуацию для них не улучшит, а в сфере экономики и социальной области будет неизменно ухудшать.